Коста-Рику можно смело назвать нетронутой жемчужиной Тихоокеанских вод и Карибских пляжей. Ведь местным жителям удалось сохранить природу в практически первозданном состоянии. Большую часть территории здесь занимают национальные парки, и уже который год Коста-Рика с гордостью носит звание самой счастливой страны мира. Высокоразвитый сервис здесь приятно гармонирует с первозданностью природы. Кратеры вулканов, заполненные бирюзовой водой, цепи гор с вечно зелеными лесами, шумные водопады и термальные источники переплетаются с роскошью отелей и вилл, уютом белоснежных яхт и умиротворением песчаных пляжей. Компания Royal Safari реализует в этой стране множество туристических и экскурсионных программ. Но нашей главной специализацией является морская рыбалка на двух побережьях – Тихоокеанском и Карибском. Коста-Рика в последние годы стала центром проведения ежегодных чемпионатов мира и других престижных рыболовных соревнований. Мы с нашими клиентами активно участвуем во всех подобных мероприятиях. В феврале 2017 года к нам приехали два известных в России и за ее пределами нахлыстовика – Александр Заикин и Вадим Титовец, имеющие большой опыт ловли самых различных видов рыб по всему миру. Мы находимся на Тихоокеанском побережье Коста-Рики, и цель предстоящей рыбалки – это поимка парусника и марлина нахлыстом. Нахлыстовая рыбалка на пелагических океанских хищников очень сложна и требует в высшей мере слаженных действий со стороны капитана, команды и рыболовов. Концентрация марлинов в Коста-Рике очень высока. Смело можно говорить о том, что Тихоокеанская акватория этой страны на данный момент предоставляет самые высокие в мире шансы для поимки разных видов марлинов. А именно голубого марлина, полосатого марлина, черного марлина и тихоокеанского подвида парусника. Над выбором места ловли долго раздумывать не пришлось. Преодолев 120 миль на комфортном 55-футовом катере, мы вышли на участок подводных гор, где 2 года назад наши клиенты установили мировой рекорд. За 24 часа было поймано 42 марлина. Присутствие рыбы в этой акватории сомнений не вызывало. Теперь стояла задача покорить марлина нахлыстом. Ловля проходит достаточно необычным способом. За катером ведут специальные приманки без крючков, называемые тизерами, и как только марлин проявляет себя на поверхности, эти тизеры убирают, а рыболов подбрасывает разъяренному хищнику нахлыстовую мушку. Первым трофеем в нашей экспедиции стал крупный парусник. Поклевка произошла в самом начале ловли. Нам удалось снять эмоциональный момент атаки. Красивейший хищник яростно сопротивлялся и подарил рыболову много приятных моментов. Но кроме впечатлений, пойманный в самом начале рыбалки парусник зарядил нашу группу оптимизмом на предстоящую ловлю, а также проверил на прочность все составляющие нахлыстовой снасти. Ведь на борьбу с такими гигантами нужно выходить только максимально подготовленными, продумав надежность и качество каждого элемента от удилища до самого последнего узелка. Вот он, красавец! Настоящий тихоокеанский парусник. Отличный трофей. Посмотрите, цвета какие, просто фантастика. А второго не видел, да, Вадим? Молодец. Все правильно сделал с первого раза. Ощущения непередаваемые. Сильная, красивая рыба на той стороне лески. Это фантастика. А когда ее еще получается так красиво и безопасно для рыбы приземлить и отпустить, это вообще просто супер.
Итак, в бой вступает Александр. Парусника он уже поймал. Сейчас он нам покажет, как надо ловить марлинов. У тебя там шнур тут мощный? Мощно. Не порвет? Нет, не должен. Вскоре упорство рыболовов на столь перспективном месте привело их к поклевке марлина. Далеко не с первого раза нам удалось не только спровоцировать марлина на поклевку, но и подсечь этого копьеносца. В общей сложности у нас было 8 выходов марлинов, один из которых закончился обрывом шнура, а остальные либо не соблазнились нахлыстовыми мухами, либо не дали себя подсечь при поклевке. Момент атаки очередного марлина был запечатлен на видео. И вот здесь уже началось то, за что ловлю марлинов ценит подавляющее большинство рыболовов. Красивейшая рыба сначала размотала около 200 метров бэкинга, а дальше поразила весь экипаж феерией свечек. Прыжки казались нам бесконечными. Каскад следовал за каскадом. Высшее счастье рыболова читалось на лице Александра. После утомительного, но крайне приятного вываживания голубой марлин был благополучно подведен к катеру. Мы сделали еще один важный шаг вперед, освоив и применив нахлыст при ловле марлина. К троллинговой и спиннинговой ловле добавилась еще рыбалка на мушку. Рыбу, жалко ее. Все, отпускаем замечательного марлина. Да. Александр, мои поздравления. Наконец-то мы это сделали. Причем сделали не просто так, как проще, а как интереснее. Да. Наша рыбалка на марлина и парусника нахлыстом подошла к концу. Как впечатление, Александр? Ну, на самом деле, заканчивается, к сожалению, это удивительное рыболовное приключение. Рыбалка состоялась, рыбалка была замечательной. Состоялась она и по трофеям. Удалось поймать и парусника, и шикарного голубого марлина. Но помимо этого было большое количество шансов, но они больше относятся, так скажем, к категории вероятности традиционной ловли. Что касается нахлыстовой, практически все шансы, которые у нас были, мы использовали, всех рыб приземлили, благополучно отпустили, никто не пострадал. Вот. Но еще хочу сказать людям, которые захотят выехать на такую морскую рыбалку, сюда, в Коста-Рику, в другое место, езжайте, все прекрасно. Любители традиционной ловли будут еще больше обрадованы, потому что я уверен, что количество реализованных выходов рыбы будет гораздо больше. Каким способом ловить марлина в подобном путешествии, решать вам. Но мы уверены, что с компанией Royal Safari каждый рыболов непременно поймает своего марлина.